Всем привет! Вы на канале Гудзик DIY. Меня зовут Катя, и несмотря на то, что за окном еще зима, я уже начинаю подготовку к весне, и в сегодняшнем видео покажу вам, как сделать вот такого очаровательного пасхального кролика из воздушного пластилина. В качестве основы я буду использовать лампочку. Она не из такого хрупкого тонкого стекла, как лампочка накаливания. Ее материал больше напоминает прочный пластик, так что с ней будет удобно работать и не бояться разбить ее в процессе. Подставку делаю из обычной пластиковой крышки. Решила на всякий случай покрыть пластик грунтом, чтобы сделать поверхность более шершавой и на нее впоследствии лучше ложился материал. Моя лампочка состоит из двух деталей, и я решила это обыграть, приклеив на верхнюю часть тонкое кружево. Для лепки буду использовать свой любимый материал – воздушный пластилин. К голове вернусь чуть позже. Мне нужно, чтобы пластилин как следует высох. Лучше даже, наверное, будет подождать примерно сутки. А пока сделаю руки. Тут я использую проволоку от сахарных ягодок. Мне не особо нужна прочность, ведь на руки не будет никакой нагрузки. Ну а если ваша фигурка будет что-то держать в руках, то лучше использовать проволоку потолще. Нарастить нужную толщину можно фольгой, бумагой, ну или, мне кажется, самый удобный способ – это нарезать капроновые колготы тонкими жгутами и обмотать ими проволоку. Как видите, на капрон воздушный пластилин просто отлично ложится. В крышке прорезала пазы для того, чтобы закрепить проволоку. Тут я ее уже взяла потолще, так как ноги не будут прилегать к туловищу, и мне нужна чуть большая прочность, чем на руках. Тут мне уже нужно будет добавлять побольше объема, поэтому буду использовать фольгу. И сейчас его ножки больше напоминают куриные окорочка. Весь объем наращиваю только по краям и сзади, а дно оставляю плоским. Хочу, чтобы мой кролик сидел на краю полки, свесив ноги вниз. Вот на фольгу пластилин ложится уже не так хорошо, но вот такой тонкий и неравномерный черновой слой обязательно нужно сделать, чтобы уже следующий слой лег как следует. Я для удобства съемки взяла высокую коробочку, но можно, конечно, сразу примерять фигурку к полке. Моя коробка глянцевая, и к ней пластилин не прилипает. Сажаю кролика на край коробки и смотрю, где нужно еще добавить объем, чтобы фигурка смотрелась красиво, ну и, конечно же, была устойчивой.
Теперь уже сохнут ноги, а пластилин на голове хорошо просох, и теперь можно сделать мордочку. Сначала приклеиваю 2 крупных шарика. А губу делаю из тонкой полоски пластилина, слегка ее растягивая. Глаза также делаю выпуклыми и приклеиваю надбровные дуги. По бокам делаю круглые щечки и немного примазываю их так, чтобы получился более плавный переход к шее. Снова оставляю пластилин высыхать и возвращаюсь к ногам. Ступни вырезала из гофрокартона, но они мне показались как-то коротковатыми, и потом я приклеила уже нужного размера. Покрываю пластилином и продавливаю пальчики. Пластилин уже как следует высох, и чтобы скрыть все вот эти стыки, покрываю мордочку очень тонким слоем пластилина. На лапках тоже наращиваю нужный объем. Туловище покрываю толстым слоем пластилина толщиной примерно полсантиметра. Покрываю не всю фигурку сразу, а частично, так как пластилин довольно быстро обветривается и покрывается тонкой сухой корочкой. А мне нужно время на то, чтобы сделать фактуру шерсти. Направление шерсти делаю сверху вниз. Между участками не делаю четких границ, чтобы легче потом было скрыть этот переход. Сзади сделала полосу и по ней ориентируюсь, куда направлять шерсть. Спустя минут 15 вот эти тоненькие ворсинки из пластилина уже хорошо просохли, и можно еще дополнительно проработать шерсть. Между этими ворсинками делаю отверстия, так получается более мелкая фактура, и шерсть будет выглядеть более натуральной. Кофту делаю из объемной эластичной ткани. Хочу сделать ее расстегнутой, чтобы было видно кружево. Также оклеиваю и рукава. Ткань пропитываю разведенным клеем ПВА, чтобы придать ей жесткости, и можно было ее окрашивать. В последнее время я довольно часто использую технику грунтованного текстиля в своих работах. Это позволяет сделать очень натуральную красивую одежду. Из ткани довольно легко можно сформировать все нужные складочки. В белую акриловую краску добавила немного лимонного строительного пигмента. И у меня получился вот такой красивый нежный пастельный оттенок. Краску лучше наносить в 2 слоя. Несмотря на то, что ткань была загрунтована ПВА, все равно впитывает в себя часть краски, и не всегда слой получается равномерным.
Я посчитала, что вот такой оливковый цвет хорошо будет сочетаться с бледно-желтым. Но он практически сливается, а мне хотелось сделать более контрастную рубашку. Поэтому пока краска влажная, добавляю темный зеленый цвет. Это все акриловая краска, поэтому можно не бояться смешивать цвета между собой. В наборе у меня как раз был вот такой ярко-лимонный воздушный пластилин. И если смешать его с белым, как раз получится нужный мне оттенок. Из него буду делать меховую оборку на одежду. Хвост можно сделать из покупного помпончика или сделать его из пластилина. Разрезаю шарик на чешуйки, чтобы они подсохли. Спустя 15-20 минут их можно будет разделить на еще более тонкие части. Когда уже и они подсохнут, немного сминаю шарик. За счет того, что пластилин наверху уже подсох, шарик получится вот такой неоднородной воздушной фактуры. Приклеиваю его к туловищу на клей ПВА, предварительно закрепив на проволоке. Лапки и попу кролика также нужно покрыть пластилином. А чтобы он лучше ложился на незагрунтованный пластик, поверхность лучше смазать ПВА. Ушки делаю из одинаковых проволочных петелек, которые нужно обернуть капроновой сеткой, ну или любой другой эластичной рыхлой тканью, чтобы на ней хорошо держался пластилин. После высыхания крашу серединку розовым цветом. Хочу, чтобы мой кролик был в соломенной шляпе, так как все-таки это весенняя поделка, и мой кролик как будто прячется от солнца. Я знаю, что не все приемлят кроликов в качестве пасхального декора, так как он все же больше ассоциируется с католической Пасхой, а не православной. Но ведь такого кролика не обязательно делать именно к Пасхе. Тем более, что кролик будет у нас символом 2023 года. И если вместо желтой одежды сделать красную, а соломенную шляпу заменить на зимнюю шапку с помпоном или ушанку, у вас получится символ Нового года. В любом случае, я же показываю вам только принцип изготовления, а декорирует уже каждая рукодельница на свой вкус. Я всю шляпу оклеила вязаной косичкой, а край прошила обметочным швом. Так как по краю у меня получалась двойная косичка, мне нужно было соединить их в одну линию. Пропитываю вязку разведенным клеем ПВА, в который добавила немножко темно-коричневой краски, для того, чтобы перекрыть красный цвет пряжи. Потом в 2 слоя нанесла уже акриловую краску нужного оттенка. Ее совсем немножко развела водой, чтобы удобно было прокрасить весь рельеф. Прокалываю отверстия, чтобы закрепить в них уши. Мордочку также раскрашиваю акриловыми красками. На голове я сделала выступ по размеру шляпы, чтобы более плотно ее закрепить. Сделала прорези для проволоки и приклеила на клей ПВА. Решила еще добавить чубчик, чтобы волосы закрыли переход от шляпы к голове.
На ушки добавляю выпуклые бортики и с обратной стороны утолщаю их и делаю нужную фактуру. Шляпу украшаю ягодками и цветочком из пластилина. Я их покрасила в цвет одежды, так как у меня не было готового декора подходящих оттенков. Добавляю жемчужинки объемным перламутровым контуром. И таким же контуром, только черного цвета, рисую зрачки. Мне так хотелось оставить кролика белым, но стеллаж, на котором он будет сидеть, тоже белый, и мне не хотелось бы, чтобы он сливался. Ну и мне хотелось, конечно же, подчеркнуть его фактуру, потому что в белом цвете она не так сильно заметна. Светло-серую акриловую краску растушевываю с помощью жидко разведенного ПВА. За счет того, что краска очень жидкая и полупрозрачная, она стекает со всех выступов в углубление и тем самым подчеркивает рельеф. А если какие-то части шерсти получились темноватыми, то можно потом пройтись белой краской в технике сухой кисти. Тем же перламутровым контуром покрываю одежду. При нанесении кисточкой эта краска становится практически прозрачной, но дает очень красивое деликатное сияние. Такой кролик очень красиво смотрится и как самостоятельное украшение, и также хорошо он будет смотреться в цветочных композициях. Спасибо, что посмотрели это видео полностью. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. У меня уже довольно много готовых работ, также много идей, которые еще только планирую воплотить. Вам желаю удачи и творческого настроения, ну а я пошла монтировать для вас новое видео. До скорой встречи!